Минный универсальный взрыватель. Сейчас рассмотрим взрыватели семейства МУФ. На данный момент в армии используется 4 взрывателя типа МУФ. Это МУФ, МУФ-2, МУФ-3 и МУФ-4. Они используются с запалами МД-2 и МД-5М. В данном случае у нас представлен МД-5М. МД-2 он абсолютно одинаков, только у него нету нижней резьбы, то есть он только для резьбы под МУФ. Но у нас это удобнее использовать МД-5М, потому что с этой резьбой он вкручивается в гнезда мин типа МОЛ и в фольгированные, так сказать, гнезда тротиловых шашек и надежно сидит в этих моментах. Данные взрыватели мгновенного действия, они используются как со штатными минами, так и используются в самодельных минах и минах сюрпризов. МУФ и МУФ-4, они также идут еще в алюминиевых корпусах, но на данный момент у нас представлено, они находятся в пластике, то есть, конечно, это более, так сказать, ненадежно, но ничего, пойдет. То есть МУФ-1 идет часто в комплектах, постоянно в комплектах идет с сигнальными минами СМ. Но может также и ставится на мины-ловушки и прочие мины. Так, дальше по конструктиву, то есть он состоит из, так сказать, пластмассовой втулки, в нем заключен ударник, он находится под пружиной. Для приведения мува в боевое состояние оттягивается ударник и в появляющееся отверстие вставляется R-образная чека или булавка при модернизации, то есть критериев важных нет, и ставится тем самым на боевой взвод, то есть ударник у нас под пружиной. Идем дальше. МУФ-2. То есть дальше уже МУФ-2, МУФ-3 и МУФ-4, они уже имеют систему дальнего взведения, и поэтому мы их можем использовать для постановки противопехотных мин и мин-фугасов сюрприза более безопасно, потому что тут используется система дальнего взведения. В МУВе-2 и МУВе-3 система дальнего взведения основана на перерезании металлоэлемента. В МУВе-4 это пересекание сжиженного каучука из одной полости в другую. То есть становимся в МУФ-2 конструктив, у них по сути абсолютно одинаков, ударный механизм подпружинен пружиной и закреплен боевой чекой. То есть давление на боевую чеку не подается, пока мы ставим предохранительная чека, то есть у нас ударник находится в крайне верхнем положении, зафиксирован предохранительной чекой. Проверка готовности МУВа по технике безопасности осуществляется снятием резинового колпачка и проверка металлоэлемента. То есть металлоэлемент должен свободно достаточно ходить, то есть мы должны убедиться, что он находится не под давлением, что на нем нет моментов деформации, сколов и так далее, что металлический элемент находится в нормальном состоянии. После этого мы можем одевать МУФ. При выдергивании предохранительной чеки у нас по конструкции вам сейчас было проще понятно. Вот у МУФ-2 и МУФ-3 на боевом взводе будут выглядеть примерно так. Ну, просто тут уже он модернизирован и поставлен на булавку, то, что я рекомендую делать, потому что усилие срабатывания у него Т-образной чеки, вы можете видеть, она немножко изогнута и она короткая. И провести более тонкую настройку натяжного датчика с данной чекой крайне проблематично, и усилие срабатывания для данной чеки будет достаточно сильное. И поэтому я предпочитаю ставить на булавку, и непосредственно, когда уже мины установлены, мы откусываем булавку. Просто это снят уже с мины с боевого взвода, то есть уже. Так, конструкция самого взрывателя. Тут у нас идет большая прорезь, большая щель. Сейчас я попытаюсь продемонстрировать это на камеру. Видно? И тем самым в крайне верхнем положении он фиксируется предохранительной чекой, и она у нас находится под давлением.
При выдергивании металлоэлемент подпружин, точнее ударник подпружины тянется вниз и начинает перерезать металлоэлемент, находящийся под колпачком. Скорость перерезания металлоэлемента напрямую зависит от температуры окружающей среды. При плюс 40 градусов это может у нас простекать за 2,5 минуты перерезания металлоэлемента, при минус 40 это может доходить до 2 суток. То есть крайне нестабильно, то есть четкое время постановки на боевой взвод, и поэтому в замену них сейчас используют чаще МУВы 4, потому что сжиженный каучук, он имеет меньший разброс по времени, гораздо меньший разброс по времени, и там даже при самом минусе он там за 45 минут взводится на боевой взвод. Итак, МУВ 2, он идет у нас с Т-образной чекой. Часто МУВ 2 мы можем видеть в комплектах к минам ОЗМ-72. И различие между вторым и третьим МУВом у нас является это использование в МУВе 3, это R-образные чеки, и скобы, которые увеличивают силу срабатывания. Если в среднем расчетная сила срабатывания боевой чеки у нас в МУВе 3, в МУВе 2 составляет ориентировочно, все зависит от состояния МУВа, насколько он приржавел и так далее, от сохранения самой чеки в нормальном положении. Это у нас ориентировочно идет от 300 грамм там, до почти 2 килограмм. То со скобой у нас усиливание увеличивается от 4 до 6 килограмм, то есть значительно. Но я не рекомендую, опять же, ставить со скобой, и перед использованием, даже если у нас там нет булавки, если ничего переставить, то хотя бы эту скобу мы просто с МУВа убираем. Потому что были случаи, когда просто разведчики натыкались на эти МУВы, и даже в зимней одежде они могли почувствовать вот эти моменты с скобой. Тоже даже противник, используя, часто эти скобы снимает, потому что нам это не надо. Нам нужно, чтобы мина была с достаточно чувствительным, тонко настроенным датчиком цели. Вот и... Итак, различие между МУВом 2 и МУВом 3 это наличие R-образной чеки и скобы для увеличения силы срабатывания. То есть рекомендации мы даем вообще в постановке всех МУВов, мы ставим на булавку, потому что благодаря булавке мы можем произвести тонкую настройку, не настраивать и натяжной датчик тянуть не когда булавка в таком положении, это у нас когда уже все закончено. То есть булавка у нас цела, она зачекована, можно так сказать. Мы продеваем тут датчик цели, нашу проволоку, леску, или что там, на что вы собираетесь ставить, и даете натяжение до того, когда пойдет булавка, поползет. Она поползла, все, фиксируем мы элемент датчика цели и все, оставляем. То есть, когда мы уже готовы провести, мы можем ее, опять же, чуть-чуть подвинуть, чтобы она была на самом кончике. Опять тонко настроить датчик цели. И уже когда все, финальный этап у нас стоит, и мы тут контролируем, что у нас натяжение максимальное, но булавка, она дальше не идет, то есть она стоит надежно, то мы потом кусачками откусываем верхнюю часть булавки, чтобы она нам не мешалась, не демаскировала и так далее. И чтобы противнику было проблематичнее это разминировать данный МУВ. Так, МУВ 4. Как мы видим, МУВ 4 также у нас имеет систему дальнего взведения и R-образную чеку. И, соответственно, также имеет скобу для увеличения срабатывания, то есть увеличения силы срабатывания. То есть МУВ 4 у нас отличие в системе дальнего взведения, то есть тут используется сжиженный каучук. При выдергивании предохранительной чеки у нас начинается перетекание каучука в нижнюю полость, и ударник у нас переходит на боевой взвод, и все. Вот
во всех мувах как 2, 3, так и 4, вот эта вся вот эта верхняя часть при постановке на боевой взвод, она просто отваливается. То есть вот эта байда будет где-то валяться рядом с миной. То есть и тоже разведчикам стоит взять это внимание, то есть если вы увидите вот эту байду блестящую, то значит где-то поставлена мина или она вас ждет. То есть поэтому будьте аккуратней. Вот, и поэтому я сейчас использую уже, то есть постановку мин уже на непосредственно боевом взводе. То есть МУВ-2 и F3 будут выглядеть на боевом взводе вот так вот. Соответственно, ко всем этим мувам подходит запал МД5М. Он вкручивается, имеет резьбу, может вкручиваться в тротиловую шашку, в мины МОН 50, 90, 100 и 200. И используется в минных сюрпризах. Как мы будем использовать их в минных сюрпризах, это видео будет дальше в практическом курсе.